Приветствую всех, с вами Максим. Сегодня мы рассматриваем самые удобные и вкусные рецепты для электрогриля. Я буду использовать свой DeLonghi мультигриль, но подойдет любой гриль, который есть у вас. А кто еще не забыл, что это такое, справиться со сковородой. На моем канале уже выходили обзоры на Tefal OptiGrill Plus и на DeLonghi мультигриль в сравнении с Tefal OptiGrill Plus. Вы можете ознакомиться с этими видео по ссылкам в описании. Количество просмотров и положительных комментариев говорит, что видео получились содержательными и полезными, поэтому если вам интересно узнать про эти грили подробнее, вам туда. А здесь мы разберем рецепты, рассмотрим несколько категорий: мясные, овощные, рыбные и составные. А если вы хотите и дальше не пропускать полезные видео, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайки и задавайте вопросы, если вам что-то будет интересно. Первым пунктом стоит мясо, и я буду готовить стейк из мраморной говядины. У меня сегодня бразильский стейк. Это такие стейки с толстой полоской жира. Будет очень вкусно, покажу, что с этим делать. Чаще всего на гриле я готовлю именно стейки. Свинину, в отличие от говядины, вообще никогда не готовил на гриле, но у меня есть очень интересная задумка, хочу попробовать. А пока что распаковываем стейк и начинаем подготовку. Мясо никогда не мою, а лишь немножко промакиваю салфеткой. Жир – это чуть ли не моя любимая часть стейка, она дает очень много вкуса, но нужно ее правильно подготовить. В первую очередь я его перфорирую вилкой, это его несколько разрыхлит, сделает мягче, нежнее и поможет лучше и глубже прожариться, а также глубже просолиться. Следующее мое действие – я делаю серию надрезов. Сегментирую кусочки жира, чтобы они могли прожариваться с большего количества сторон. Так будет больше шкварок и больше вкуса. Ну а еще, когда жир будет плющить, оно не сожмет наше мясо. Следующим шагом я подсаливаю мясо, солю его с двух сторон, отдельное внимание уделяя полоске жира, стремлюсь заполнить солью все пустоты и втираю как можно глубже. Соль поможет жир подсушить и стать ему хрустящим. Ну и просто намного вкуснее будет. После этого я еще раз подсаливаю мясо с двух сторон. Вот теперь он приправлен солью как надо. Перчу. Продолжаем ароматизировать мясо в тарелке. Добавляем ветки тимьяна, ветки розмарина и все, что к ним крепится. Чеснок по одному зубчику на стейк нарезаю вот такими вот шайбами. Мелко резать не стоит, потому что будет сложнее потом отковыривать кусочки чеснока, а сгорают они достаточно быстро. Оливковое масло. Мнем листву и перемешиваем. И оставляю вот в таком виде мариноваться минут на 20, пока мясо не нагреется до комнатной температуры. И только после этого его можно будет готовить на гриле. Для стейка выставляю температуру 230 и режим Sear. На гриле DeLonghi Sear означает поджарку до корочки, и в этом режиме гриль нагревается до 270 градусов. С мяса убираю все лишнее, кусочки чеснока, листики. Они пригорят и особо вкуса больше не отдадут. Гриль нагрет, располагаем. Слежу за временем. 2 минуты готовлю стейк, получаем следующую картину. Жировые полосочки должны шкварчать и становиться прижаристыми. А корочка вот такая вот, обратите внимание, вот такая корочка. Мне, кстати, писали, что на DeLonghi таки присутствует небольшой наклон, пару градусов там или в доли градуса. Но действительно жир стекает. Или самотеком, или я ему помогаю, но он стекает нормально. Держу так минуты 2, чтобы жир как следует схватился и стал вот таким. Всегда хотел попробовать отрезать кусочек жира и поджарить его прям основательно отдельно. Мясо заворачиваем отдыхать. Но это нечто очень золотистое. Сразу попробую. Натуральная шкварочка, прям с картошкой отлично было бы. Так, что со стейком? Попал в прожарку медиум. Выглядит весьма и весьма. Пробую на вкус. Каждый раз нравится все больше и больше. Блин, отличный рецепт. Сейчас покажу одну хитрость, как я подаю стейк, чтобы он прям точно всем зашел. Можно поспорить, насколько это красиво, но если вы порежете стейк тонкими ломтиками, вот такими вот, при помощи острого ножа, в нем не останется ни одного непрожевываемого участка. Это очень выигрышная подача в случае, если в мясе есть жилы. Вот так вот делаете и подаете. Ваше здоровье. Все, забирайте меня. На этой планете мне больше ничего не интересно. Блин. Все попробовал. Очень вкусное мясо. А теперь свинина. Проблема свинины в том, что ее очень легко пересушить. Если говядину мы можем приготовить до какой-то степени, затем дать мясу отдохнуть, оно будет слегка розовое внутри и очень вкусное, то свинину нужно готовить полностью. В духовке мы еще можем подлить немного воды, и мясо на пару дойдет и останется сочным. В гриле мы так сделать не можем. Но есть у меня задумка, как сделать, чтобы свинина быстрее приготовилась и осталась сочной. Свиное мясо я помыл, и нужно отрезать несколько стейков шириной 1 см. И хорошо их отбиваю. Делаю это с двух сторон. Так мы делаем мясо мягче и сокращаем время его приготовления. С двух сторон соль,
В жир слегка втираем. Как с говядины, жир можно слегка надрезать, хуже не будет. Перец с двух сторон. И смазываю майонезом. Сейчас модно говорить капельку майонеза. Капельку майонеза. Майонез поможет мясу не пересушиться. И вообще в интернете очень много видео, где майонез используют вместо масла. Он вполне годится для этой цели. А под конец приготовления я на мясо добавлю сыр. Если его добавить в начале, он по-любому сгорит, а в конце приятно подплавится и поджарится. Оставляем мясо в таком виде отдыхать до комнатной температуры. И вообще, если вы готовите на электрогриле, все продукты должны нагреться до комнатной температуры. Иначе вы рискуете их не зажарить, а сварить. В особенности, если у вас очень тонкие пластины, как на первых поколениях Tefal OptiGrill. Просто потому, что от холодного продукта они очень быстро остынут, и температура уже будет недостаточная для того, чтобы задать корочку. Свинину поставлю на 230 без режима Sear, потому что мне важно не столько корочка, сколько ее состояние внутри. Засекаем время. Через 3 минуты смотрим, что там происходит. Она румянится, все вроде бы как неплохо. Добавляю сверху сыр, но уже под румяненной свинине будет румяниться сыр. Так, надеюсь, не сильно прилипнет к крышке. Оставляю еще на минуту. Прошло чуть больше 4 минут, давайте смотреть. Опа! Сыр начал прикипать, я думаю, что это вкусно. Эх, еще бы жировой полосочкой подержать, конечно. Жирок также подрумяним и соберем сыр, который прилип к грилю. Вот, так неплохо. Где-то 5-6 минут ушло на полное приготовление. Как видим, свинина внутри полностью готова. Разрезали, давайте пробовать. Вот этот хрустящий вкус добавляет что-то свое. Очень интересно и вкусно. Свинина тоже не пересушенная и очень сочная. Вся разделочная доска вот так вот с соком. На самом деле очень вкусно, советую попробовать. В духовке для такой свинины у меня уходило минут 30, а здесь даже 6 минут не прошло, она уже приготовилась. Главная хитрость здесь подобрать подходящую толщину, чтобы она приготовилась и при этом осталась сочной. У меня получилось. Нашел секрет вкусной свинины на гриле. Овощная часть. Для меня это дополнение к мясу, гарнир. Ну, для кого-то может быть основным блюдом. Овощи на гриле правда получаются вкусными, особенно если их правильно подготовить. Нарезаю их шайбами. Они толщиной почти 1 сантиметр. Солю с двух сторон. Поливаю оливковым маслом и перемешиваю. Этим овощам больше ничего не нужно, они будут вкусными. А грибы рублю пополам и заправляю бальзамическим уксусом, оливковым маслом, солью, перцем и натираю туда пару зубчиков чеснока. Еще итальянские травы и перемешиваю. Это моя любимая смесь для маринования грибов. Если у вас есть электрогриль, обязательно пробуйте. Если вам не понравится, вы мой кровный враг. Овощи важно, чтобы прогревались до глубины души, а не просто покрывались корочкой, поэтому я выставляю не максимальную мощность, 200 градусов по Цельсию. Будем жарить дольше, но тщательнее. Гриль готов, загружаем, засекаем время. 5 минут прошло. В принципе, они все мягкие, наиболее румяные вытаскиваю. Те, что не подрумянились, переставляю и переворачиваю. Еще через минуту все точно готово. Их можно уже подавать, но я буду еще жарить кое-что, поэтому заворачиваю в фольгу и пусть температура продолжает распределяться внутри овощей. Следующие грибы также выставляю 200 градусов. Слежу за временем. Грибы через пару минут лучше проверить. Видите, они любят вот так вот чернеть, темнеть. Но мы их разочек перевернем и еще немного подержим, так они получше приготовятся. Почти 4 минуты прошло. Ну, это готовые грибы. Также их выкладываю на фольгу, чтобы внутри грибов все хорошенько также приготовилось. Между блюдами можно протирать гриль влажной такой салфеткой, достаточно хорошо получается. Ну и мыть после такой обработки его значительно проще. Важно только, чтобы бумажка у вас была не насквозь влажная, а так слегка на кончике, иначе вы обожжетесь, потому что вода проводит тепло. И вот такая картина всегда радует глаз. Пробуем овощи, они, конечно, красивые. Слегка, правда, пересолил, но, правда, они вкусные. Ощущается вот этот вот сок, вкус, мягкий, вопросов нет. Вот такие они нежные. Очень вкусные, я бы даже просто бутерброды с ними ел. Грибы у меня тоже румяные, очень красивые. Я уже говорил, что это мой любимый маринад. Это очень вкусно. Попробуйте так хоть один раз сделать. Вы удивитесь, насколько вкусными бывают шампиньоны. Даже не из-за вкуса шампиньонов, может быть, а из-за того, как бальзамический уксус в него проникает и делает с небольшой кислинкой, какая у него солоноватость. Прям отлично приправленные вкусные шампиньоны. Отличный рецепт.
берите на заметку. А теперь морская тематика, она у нас представлена креветками и кальмарами. Да, многие говорят, что креветки это дорого. Обычно в магазине продаются упаковки по 2, по 3 тысячи рублей, а я вот взял на развес. Они сыромороженые, вкусные креветки и обошлись мне 186 рублей за 7 штук. В принципе, порадовать себя можно. Но кальмары сами по себе недорогие, у меня полкило вышло за 250 рублей, на самокате заказывал. Креветки буду мариновать, кальмара приготовлю попроще. Чтобы подготовить креветки, снимаем с них хитиновый покров. Просто надламываем со стороны брюшка и снимаем броню. Хвостик можно либо оставить, либо убрать. Я его убираю, потому что горелый хитин пахнет не лучшим образом, примерно как паленые волосы. Для приготовления на гриле в обязательном порядке его нужно снимать. Остается мяско. Надрезаем креветку вдоль и вынимаем кишку. Я разрезаю их практически полностью, чтобы раскрыть и креветка стала однослойной и большой по площади. Также неплохая идея промыть креветки после разделывания и подписаться на мой канал, чтобы чаще видеть видео, которые я для вас выпускаю, и больше радоваться жизни. Добавляю немного соевого соуса, оливкового масла. Нарезаю зубчик чеснока шайбами, чтобы его потом можно было без труда изъять, иначе сгорит. Чуть-чуть свежемолотого, лимонный сок чуть-чуть. И перемешиваю, оставляю так минут на 20. Кальмары у меня очищенные, но кожа осталась, поэтому я ее снимаю. Также проверяю внутреннюю часть. Могут попадаться прозрачные кости, хрящи, от них и избавляюсь. Все, что осталось, нарезаю полосками. Теперь подсаливаю и добавляю оливковое масло. И смешиваю с чесноком. Получим подсоленого чесночного кальмара, с которым можно придумать что-нибудь вкусненькое. Буду его приготавливать быстро на высокой температуре. Штатные 230. 270 не назначаю для того, чтобы он не обуглился. Я бы сказал, что собираюсь расположить его как можно равномернее, но на самом деле как получится. Очень пахнет чесноком. Это вкусно. Накрываю. Время засек. 1 минуту спустя. Вот такой корочкой они покрылись. Ну и в целом кальмар уже готов, это видно по его упругости. Креветки ставлю на 230. Выкладываю на гриль. Время засек. 30 секунд спустя креветки готовы. Не нужно их передерживать. О, да. Так, начну с кальмара. Он и правда получился чесночным и солоноватым. Вот все, что нужно от кальмара. И по крайней мере, пока он теплый, он нежный. Я даже не думал, что так чеснок будет чувствоваться, но чувствуется отлично. Так, попробуем креветку. Отличный просто маринад. С таким солоноватым, кисловатым вкусом. Вкусные креветки. На самом деле, думаю, это отличная закуска под пиво. Но если не под пиво, а с чем-нибудь, то можно сделать следующее. Нарезаем простейший салатик с огурцами, помидорками, яичком. Вот так четвертинками порублю. Немножко оливкового масла, итальянских трав, тостовый хлеб порежем. Либо можно в прикуску есть, чтобы он не стал размякшим. Чуть-чуть черного перца. И добавляем кальмаров и креветок. Еще я люблю, как все морское сочетается с укропом. Если не перемешивать, то получается очень даже презентабельно. Ну а перемешаю и попробую. Ну а что можно ожидать от блюда, где накрошено все самое вкусное? Конечно, это очень вкусно. Переходим к части с составными рецептами, и первое, что приходит в голову, это шаверма. У меня есть куриные бедра. Они замаринованы, тут пол чайной ложки соли, столько же хмеля сунели, сушеного чеснока, черный перец и оливковое масло. Мариную не в холодильнике, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Для овощной составляющей использую салат, огурцы, помидоры и морковь по-корейски. Соус на основе сметаны с маринованными огурчиками и чесноком. Чуть позже я в него добавил сок от приготовленной курицы и немного соли. На раскаленный до максимума гриль выкладываю курицу. В моем случае понадобилось 3,5 минуты. И она очень красивая. Заворачиваю в фольгу, чтобы температура равномерно распределилась. Мелко нарезаю курочку. Как видим, она осталась сочной. Далее все это можно подавать на тарелке с питой, но выбираю красиво обернуть лаваш. Для этого отрезаю лист примерно 30 на 30 и с отступом от ближнего и боковых краев рисую соусом очертания будущей шавермы. По очереди выкладываю овощи, мясо, добавляю еще больше соуса, листья салата и, подгибая левые и правые края, сворачиваю в рулон своими самыми аккуратными руками, что у меня есть. Запечатываем лаваш на гриле, шаверма готова. И это очень вкусно, понятно. И да, котлетку я пожарю при помощи электрогриля. Поэтому для всех тех, кто просил приготовить бургер на электрогриле, надеюсь, вы будете довольны. В первую очередь работаем с фаршем. У меня количество на одну котлету. Четверть столовой ложки соли, черный перец
и смешиваю в единое целое. После смешивания смачиваю руки и формирую котлету, несколько ее отбивая, чтобы в ней не оставалось пустот. Серединку слегка приплюсну, это поможет ей на выходе быть равномерной. Вбиваю сыр на каждую из пластин, выкладываю котлету. Минута 30, котлетка готова. Румяная, красивая, отправляю отдыхать. Следующий бекон. Беру пару полосок. Люблю жарить бекон на гриле, потому что вроде как что-то происходит, но и не разбрызгивается. Вынимаем. Также немного прижарю булочку. Распределяем небольшое количество майонеза по булкам. Котлеты из мраморной говядины, соус барбекю, сыр голландский, жареный бекон, карамелизованный лук, помидорка, листья салата и накрываем. Самая толстая котлета, понятное дело, у моего. Тут же я не откажу себе в удовольствии попробовать бургер собственного производства. Посмотрим, насколько отличается моя версия Ангус Шефа. Ну ладно, их нельзя сопоставлять вообще никак. Вот что я понял. А теперь краткий вывод. Мы разобрали на видео очень много блюд. Их существует еще большее количество, поэтому понятно, что я затронул не все темы. Поэтому напишите в комментариях, что интересно лично вам. Всем, кому понравилось видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать следующие. Поверьте, я стараюсь, чтобы записывать видео, которое будет интересно и полезно для вас. Так что это будет справедливо. Ну, а на сегодня все. До новых встреч. С вами был Максим. Пока.